Удар эхом разнесся по дому, как сухой гром. Светлана рухнула на пол с разбитой губой и опухшим глазом. Картофельные драники рассыпались по полу, а сковорода продолжала нагреваться. «Я же сказал, мясо, а не это дерьмо!» — закричал Антон, сжимая кулак и пиво. «Ты ничего не умеешь!» Соседи давно не обращали внимания на крики. Тетя Нина включала телевизор, дядя Коля закрывал окна. Светлана вытерла кровь. В свои 31 она уже забыла, как это улыбаться без боли. 7 лет замужества, из которых только первые 2 были без побоев. «Прости, милый», — прошептала она. «Сейчас приготовлю яичницу с колбасой». Антон, 34-летний бригадир с фабрики, на людях казался идеальным, вежлив, работящий. А дома монстр. Он унижал ее, бил, тянул за волосы. А потом извинялся. И снова бил. Соседи верили ему. Кто не поверит мужчине, который помогает бабушкам с сумками? После очередного избиения Светлана шла по рынку в темных очках. Рядом младшая сестра Полина. «Света, ты снова врешь. Это не шкаф, это он», — сказала Полина. Антон просто отругал. «Он тебя ударил». Светлана замерла. Обычно все обходили правду, но теперь вопрос был прямым. В этот момент зазвонил телефон. «Где ты?» «Я дома. Еды нет. У тебя 15 минут». Она побледнела. «Я должна идти», — прошептала. Полина пыталась удержать, но Светлана спешила к остановке, репетируя в голове извинения. Вечером он снова набросился на нее с упреками, потом с ударами. Но что-то в ней изменилось. Это не был просто страх. Это была решимость. Она поняла, никто не спасет. Либо она выберется, либо погибнет. На следующее утро она с трудом поднялась, болело все тело. Впервые за годы она не чувствовала страха, только отвращение. На кухне достала старый конверт с деньгами и документами. Там же лежала копия диплома педагога, она когда-то мечтала быть учителем. В течение недели Светлана готовила побег. В субботу, пока Антон играл в футбол, она надела пальто, спрятала деньги и паспорт в рюкзак, купила билет и уехала. В другом городе она сняла комнату, назвалась новым именем Марина Степанова. Устроилась уборщицей в детском центре. Коллектив оказался добрым. Однажды призналась заведующей, что имеет педагогическое образование, та дала ей шанс. Через 3 месяца она вела занятия с детьми. Светлана начала посещать психолога по бесплатной программе помощи женщинам. Она впервые позволила себе говорить о боли, страхе, о себе. Это не вернуло прошлое, но дало силы жить дальше. Через год она прошла переподготовку и снова стала педагогом. Ее уважали коллеги, дети обожали, родители благодарили. Она вела группу поддержки для женщин, переживших насилие. А затем решила вернуться в родной город не как жертва, а как свидетель. Она собрала показания других женщин, которых тоже унижал Антон. С помощью юриста подготовила иск. Суд длился месяц. Приговор — 12 лет лишения свободы. Когда Антона увели в наручниках, Светлана, теперь официально Марина Степанова, чувствовала не месть, а покой. Она закрыла дверь в прошлое и открыла в будущее.